Раки, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Июнь — это месяц, когда все внимание Вселенной будет направлено на вас. Столько планет входит в ваш знак, что пройти этот период незаметно просто не получится. Вы почувствуете прилив энергии, желание начать что-то сначала, заявить о себе, изменить внешность, стиль, цели или даже направление всей своей жизни. Напоминаю вам, смотрите гороскопы правильно, по знаку асцендента, по знаку Солнца и по знаку Луны. Если вы не знаете свой асцендент или Луну, пишите в комментариях свою дату рождения, точное место рождения и точное время рождения, и я бесплатно для вас рассчитаю. В прошлом месяце под гороскопами на май было очень много комментариев с просьбой рассчитать асцендент. И честно, я до сих пор стараюсь отвечать каждому, но очень много комментариев затерялось. Вы мне пишете, что я вам не ответила. Если вы не получили от меня ответ, не переживайте, просто напишите под этим видео еще раз, укажите, что это повторный запрос, и я обязательно для вас рассчитаю и асцендент, и Солнце, и Луну. Для тех, кто не знает точное время рождения, точный асцендент я не смогу для вас рассчитать. Вы можете найти в интернете астролога-ректификатора. Это специалист, который по важным событиям из вашей жизни помогает восстановить точный асцендент. Итак, июнь будет про вас, про то, как вы себя ощущаете, как выглядите, как вас воспринимают другие люди. Могут меняться приоритеты, самоощущение, стиль, желание больше заботиться о себе, строить свою жизнь по своим правилам. Это не про эгоизм, а про возвращение к себе. При этом многое будет касаться и темы отношений, доверия, внутренней уязвимости. Вы можете ощущать, что стали эмоционально открытие, но вместе с тем нуждаетесь в защите, в понимании и безопасности. Кто-то из вас делает важный выбор в отношениях, кто-то отпустит прошлое, а кто-то начнет строить все по-новому с опорой на себя. Также в июне поднимутся вопросы карьеры, будущих планов, обучения, поездок, самореализации. Будут моменты сомнений, когда придется свериться с внутренним компасом, туда ли вы идете. Все, что будет казаться туманным, не спешите форсировать. Ответы придут ближе к концу месяца, когда начнет формироваться новое видение. Венера в 11 доме усилит тягу к окружению, дружбе и поддержке. Это может быть время новых знакомств, общения с единомышленниками, творческих проектов и просто ощущение, что вы будете не одни. Будьте открыты, нужные люди сами придут в ваше поле. И главное, это месяц не про спешку, он про глубокие внутренние пробуждения, про то, чтобы вернуться к себе, услышать свои настоящие желания и начать жить в их направлении. Все начинается с вас. В закрепленном комментарии оставлю ссылку на мой инстаграм и на почту. Временно я сейчас не провожу консультации онлайн и по видеозвонку, но я могу для вас оставить натальную карту, гороскоп на год и гороскоп на месяц личный. Пишите на почту, чтобы узнать подробности. Некоторые пишут в комментариях, что я очень быстро разговариваю. Я стараюсь вместить как можно больше информации, но если для вас я слишком медленно или слишком быстро говорю, прямо в видео, в настройках можете изменить скорость и ускорить мою речь или замедлить. Давайте пойдем по датам и рассмотрим, какие астрологические события вас ждут в этом месяце. 6 июня Венера, планета любви, удовольствий, красоты, финансов и внутренней гармонии, переходит в знак Тельца и включает у вас, раки, 11-й дом гороскопа. Это одно из самых социальных положений Венеры, но в то же время очень теплое, стабильное и материально ориентированное, потому что Телец — знак Земли. Он отвечает за все, что дает ощущение надежности, уют, еда, красивое пространство, телесные радости, прикосновения, комфорт и уверенность в завтрашнем дне. А 11-й дом — это сфера друзей, социальных связей, интернета, сообществ, командной работы, а также мечт и целей на будущее. Когда Венера идет по Тельцу в вашем 11 доме, это может быть время, когда вы начнете получать удовольствие от общения, от людей вокруг, от красивой и душевной атмосферы в своем окружении. У кого-то может появиться идея запустить проект или бизнес, связанный с едой, телом, одеждой, женской темой, либо чем-то красивым и полезным. И сделать это через интернет или в составе команды с подругой, друзьями. Это хорошее время, чтобы монетизировать свое хобби, особенно если вы создаете что-то руками, работаете с эстетикой или делаете приятные продукты от свечей до тортов.
В этот период деньги могут приходить через социальные сети, через сообщество, через поддержку других людей или благодаря тому, что вы сами умеете создавать вокруг себя уют и доверие. У некоторых раков начнут формироваться новые желания и цели на будущее, особенно связанные с домом, красотой, комфортом, доходом, собственным делом. Венера в Тельце не про абстрактные мечты, а про очень осязаемые желания. Хочу, чтобы было стабильно, вкусно, красиво и по-настоящему моё. Это все про Венеру в Тельце. Поэтому вы можете почувствовать внутренний сдвиг, что вы хотите вот так вот, и именно к этому вы начнете двигаться. Ваша энергия в это время будет особенно привлекательна в кругу знакомых, подписчиков, групп людей, друзей. Если вы работаете с аудиторией, то в этот период вы можете получить отклик, рост внимания, симпатии или даже подарки и предложения. Так как Венера у нас еще и планета любви, для многих раков здесь может проиграться и романтическая история. Вы можете познакомиться с кем-то через друзей, на мероприятии каком-то, онлайн или просто в группе по интересам. Это не вспышка страсти, а скорее мягкая симпатия, которая растет из доверия и общих тем. Это может быть кто-то по-настоящему надежный, спокойный, кто дает ощущение, что рядом можно выдохнуть. А если вы уже в отношениях, то в этот период может захотеться больше совместного общения, прогулок, планов, обсуждений будущего. Может, ваш партнер решит познакомить вас со своими друзьями или своим окружением. Или вы решите вместе со своим партнером начать проект, сделать какую-то покупку, переехать куда-то, строить планы на будущее, которые касаются вас двоих. Также это очень хорошее время, чтобы навести порядок в своем социальном пространстве, понять, кто вам по-настоящему близок, кто вдохновляет вас, а с кем общение уже не приносит радости. Венера здесь действует мягко, она не рушит связей, просто помогает выбрать то, что действительно важно и приятно. Ваша душевная легкость и доброжелательность будут магнитом, и нужные люди сами притянутся к вам. Также в этот день, 6 июня, формируется гармоничный аспект между Меркурием и Хироном. Он может принести важный разговор, особенно с другом, подругой, коллегой или партнером, где наконец-то будут проговорены какие-то старые сомнения, страхи и обиды. Это хороший день для того, чтобы объясниться, признаться, услышать друг друга. Ваши слова могут кого-то исцелить, или кто-то скажет вам именно то, что вы давно хотели услышать. День очень теплый, и если вы используете его для общения, он даст эмоциональное облегчение и сблизит с теми, кто действительно вам важен. 8 июня Меркурий, планета общения, мыслей, разговоров, документов, техники, транспорта и поездок, входит в ваш знак Раки и включает ваш первый дом. Это означает, что вы начнете больше говорить, объяснять, писать, обсуждать, общаться с людьми и вообще чувствовать себя более собранным и включенным. Кто-то из вас захочет обновить профиль, сделать фото, записать видео, сменить стиль, составить резюме, оформить документы. У многих появится энергия что-то рассказать, заявить о себе, особенно если раньше вы молчали или не были уверены, как это подать. В этот период могут быть разговоры, где вы впервые четко озвучите то, что давно чувствовали. Кто-то наконец-то скажет, что хочет уйти с работы, кто-то решит поговорить по душам с родными или партнером, а кто-то просто поймет, что больше не будет молчать и пора делать, говорить и двигаться. Но в этот же день Меркурий соединяется с Юпитером, планетой роста, расширения, смысла, идей и больших перемен. И это соединение происходит пока еще в вашем 12-м доме. Это место в гороскопе, которое связано с уединением, местами вдали от всех, с отдыхом, тишиной, завершениями, изоляцией, внутренними размышлениями и вещами, которые не лежат на поверхности. Поэтому у многих из вас в этот день будет двойное ощущение. Вроде бы хочется проявляться, говорить, что-то запускать, но внутри еще идет важный процесс. Кто-то может почувствовать усталость, сонливость, желание уехать туда, где тихо. Это может быть поездка в санаторий, в деревню, в отель, на остров, к воде. Или просто день дома, в покое, без лишних встреч и в тишине. Может быть, кто-то из вас проявит желание создать что-то свое, но пока не рассказывать об этом никому. К примеру, вы начнете готовить запуск блога, курса, бизнеса нового,
писать книгу, оформлять что-то важное, но все это пока будет за кулисами, в тишине, и вы никому не захотите об этом рассказывать. Также может появиться желание уехать подальше из города, от проблем, от рутины и суеты. Или вы почувствуете, что пора закрыть какую-то историю, перестать переживать и просто двигаться дальше, так как 12-й дом у нас еще дом завершений. Может появиться человек, с которым раньше что-то было не договорено, или напишет кто-то, о ком вы думали. Вы сами можете понять в этот день, что хотите какую-то тему закрыть, завершить, отпустить, простить кого-то и выдохнуть. Для кого-то из раков этот день проиграется как поход в больницу на обследование, сдачу анализов, оформление документов на лечение, или просто получите новости по теме здоровья. Кто-то будет работать в тишине. Если вы рисуете, шьете, пишете, ведете бухгалтерию, ухаживаете за кем-то, работаете в отеле, клинике, на удаленке или просто в одиночку, то этот день, когда работа может идти особенно хорошо. В целом это время, когда многое созревает внутри. Вы можете не делиться этим с другими, но ощущение, что скоро начнется новая жизнь, у вас уже есть. И вы стоите на пороге этой новой главы. Просто пока в тишине и никому о ней не говорите. 9 июня происходит самое важное астрологическое событие в этом году для вас, раки. Юпитер, планета удачи, роста, вдохновения, расширения, новых горизонтов и больших возможностей, переходит в ваш знак и запускает новый астрологический цикл на целый год. Это означает, что начинается период, когда вы будете расти внутренне, внешне, личностно, духовно, профессионально. Все, что связано с самооценкой, внешностью, энергией, здоровьем, новой версией себя, своими желаниями и ощущениями, выходит на первый план. Вы становитесь центром перемен. В ближайший год Юпитер принесет многим ракам расширение семьи, расширение жилплощади. Кто-то, возможно, переедет, эмигрирует в другую страну или наоборот вернется домой из эмиграции. О том, как Юпитер в раке повлияет на всех нас, на наш мир в целом и на каждый знак отдельно, я записала видео, оно уже есть на канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Переходите и делитесь в комментариях, как прошел для вас прошлый транзит Юпитера в раке в 2013-2014 году. Что у вас тогда происходило? Можете почитать комментарии. Я, конечно, в шоке, сколько людей пишут, что у них расширилась семья. Кто-то стал мамой, кто-то дядей, тетей. В общем, так или иначе, очень-очень много рождений детей принес в прошлый транзит Юпитера в раке. Я не являюсь раком ни по Солнцу, ни по Луне, ни по асценденту, но Юпитер прошлым транзитом в раке принес мне расширение моей семьи. У меня появился младший брат. На фоне этого большого события перехода Юпитера в знак рака 9 июня складывается сразу 3 напряженных аспекта, которые могут сделать день немного тревожным, путанным или даже конфликтным. Особенно если вы и так находитесь в состоянии внутреннего напряжения или переутомления. Меркурий, который уже находится в вашем знаке, формирует напряженные аспекты сразу к 3 мощным планетам — Сатурну, Нептуну и Плутону. Все это может вызывать ощущение, что вы хотите двигаться вперед, заявлять о себе, запускать что-то новое, но как будто что-то вас тормозит. Обстоятельства, чужие мнения, внутренние страхи или внешние ограничения. Как это может проиграться? Кто-то получит новость, которая заставит задуматься или даже расстроит. Или начнется диалог с кем-то важным, но разговор пойдет совсем не в ту сторону. Может, вы решите оформить документы, но возникнет задержка, ошибка, недопонимание или сбой. Вас могут неправильно понять, осудить, навесить чужое ожидание. Может быть резкий разговор с начальством, родителями, клиентом или партнером. Сатурн — это про проверки и ограничения. Аспект с ним может вызвать ощущение, что на вас давят морально, финансово или эмоционально. Вы можете почувствовать вину, сомнение или тяжесть, особенно если вы пытаетесь что-то объяснить, но вас не слушают или не хотят понять.
Нептун — это путаница, обман, разочарование, иллюзии. Могут скрыться темы, где вы что-то не увидели, слишком идеализировали или наоборот думали хуже, чем оно есть. Плутон — это глубинное напряжение, контроль, жесткие разговоры, давление со стороны и всплытые скрытые эмоции. Поэтому в этот день важно не делать резких шагов, не выяснять отношения, не подписывать ничего серьезного, если это можно, конечно же, отложить. Очень легко поддаться эмоциям, особенно если вы чувствуете усталость или обиду. Лучше дать себе время, не сжигать мосты и не делать выводов сгоряча. Если вы работаете с текстами, презентациями, выступлениями, все нужно проверять дважды в этот день. Техника может глючить, а внимание рассеиваться. Это день, когда важно помолчать, передохнуть, дать себе пространство, если вы чувствуете, что мир будто на вас наезжает. Потому что завтра уже станет легче, а Юпитер останется с вами на целый год. И даже если день непростой, это не повод терять веру в то, что вы на старте очень важного личного этапа. 11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца. У вас, раки, оно попадает в 6-й дом гороскопа. 6-й дом — это все, что касается вашей ежедневной жизни. Это работа, здоровье, бытовые дела, график, распорядок, обязанности, рутина, отношения с коллегами, подчиненными или с теми, кому вы помогаете. 6-й дом — это еще наши домашние животные. Полнолуние — это всегда момент кульминации, прояснения или завершения. Что-то становится ясным, что-то доходит до пика и требует решения. Многие раки в эти дни почувствуют, что подошли к точке «так больше нельзя». Это может быть связано с работой, переутомление, усталость, нервное напряжение на работе. Кто-то может решить уволиться, поменять условия, уйти с тяжелой должности или просто потребовать справедливости. А кто-то, наоборот, закроет проект, отчет, сдаст экзамен или завершит сложный этап. Также могут подняться темы здоровья. Может, вы пойдете на обследование, сдадите анализы, получите диагноз, начнете курс лечения. Кто-то из вас, может, просто поймет, что пора менять питание, возвращаться к спорту, распорядку, режиму сна. Полнолуние в 6-м доме часто дает очень четкий телесный сигнал. Обратите внимание на свое тело. Для некоторых эта энергия проиграется через домашние или рабочие обязанности. Слишком много задач, слишком мало помощи и слишком большое напряжение. Это день, когда вы можете резко осознать, что вы все тянете на себе, и у вас появится желание просто отдохнуть или кому-то передать свои обязанности, делегировать. Очень хорошо в это полнолуние расставлять приоритеты, что действительно важно, а что просто отнимает у вас силы. У кого-то из раков будут новости на работе. Это может быть решение от начальства, клиента, коллег, какие-то перемены, связанные с вашей работой. Может, вы узнаете, что ваш коллега уволился или кого-то повысили в должности, кто-то узнает, что его уволили. Или поймете, что хотите заниматься совсем другой работой и пойти совсем другим путем. Для тех раков, кто работает с клиентами в сфере обслуживания, медицины, образования, сервиса, кухни, красоты, или, может, вы сами ведете рутину, домашними делами занимаетесь, на вас быт, это может быть день, когда либо много работы, либо наконец-то финал какого-то затянувшегося процесса. Это хорошее время, чтобы пересмотреть, сколько вы берете на себя и что пора отпустить или делегировать кому-то. 6-й дом — это не только служение, но и границы. Вы не обязаны тянуть все в одиночку. И если что-то всплывает в эти дни, это не повод для паники, это просто сигнал, что вам пора навести порядок в своей жизни, в своем доме, в своем графике, в теле, в отношениях, в системе, где вы тот, кто всех спасает, но сам уже не тянет. 17 июня Марс, планета действий, энергии, мотивации, напора, активности и иногда даже агрессии, входит в знак Девы и включает у вас, раки, 3-й дом гороскопа. 3-й дом — это зона общения, документов, поездок, обучения, коммуникаций, братьев, сестер, соседей, транспорта.
телефона, интернета и всех мелких, но важных дел, которые мы делаем каждый день. И когда Марс попадает в эту сферу гороскопа, все начинает происходить быстрее, резче и чаще. Вы можете почувствовать, что график резко ускоряется. Появляется много встреч, разговоров, переписок, задач, которые надо решить еще вчера. Начинается период беготни, активности, множество дел, вроде бы не глобальных, но каждое требует вашего внимания. Марс в этом доме может давать ощущение ментальной суеты. Много дум, много слов, много маршрутов. Могут появиться важные темы, связанные с оформлением бумаг. Договора, заявки, справки, права, документы на машину, пересдачи, почта, квитанции, лицензии, переводы, обучение. Все, что связано с документами, сейчас активизируется. У кого-то это может быть сдача экзамена, у кого-то оформление чего-то, что давно тянулось. А у некоторых будет просто бумажная или электронная рутина, которая требует систематизации и включенности вашей. Также Марс в третьем доме — это поездки. Короткие, на небольшие расстояния, но очень частые, деловые и срочные. Кто-то может ездить по делам, по городу, между городами. Или нужно будет решать вопросы, связанные с автомобилем, ремонтом, дорогой. Может появиться желание купить технику или транспорт. А может наоборот необходимость срочно чинить, заменять или дооформлять что-то. Могут быть острые разговоры, особенно с родственниками, соседями, одногруппниками, коллегами, людьми из ближайшего окружения. Может возрастать склонность спорить, доказывать, резко реагировать на чужие слова. Это не обязательно плохо, просто важно понимать, что Марс не любит молчать. Он будет выталкивать наружу все, что копилось. Если что-то нужно обсудить, лучше не копить, но и не идти в агрессию. Еще это очень хороший период, чтобы собраться, систематизировать, разобраться в хаосе, особенно если вы что-то изучаете, запускаете или решаете в сфере оформления, логистики, перевозок, коммуникаций, клиентского сервиса, рекламы. Марс в Деве энергичный, собранный, но иногда слишком придирчивый. Следите за тем, чтобы ваш перфекционизм в этот период не тормозил движение, а наоборот помогал вам. Если вы давно хотели записаться на курсы, пойти учиться, начать делать что-то руками, оформить какие-то важные документы или просто наладить свою речь, то сейчас пришло время. У вас будет достаточно энергии, главное направить ее не в раздражение, а в дело. 21 июня важная дата – день летнего солнцестояния, когда Солнце входит в знак Рака и начинает астрономическое и астрологическое лето. Для вас, Раки, особенно значимо, потому что Солнце входит в ваш знак и включает ваш первый дом. Это как символическое начало личного года, словно внутри вас загорается новый свет. У кого-то может буквально появиться чувство, что вы просыпаетесь, что вы хотите по-другому жить и что вы больше не тот человек, который был месяц назад. Это момент, когда фокус внимания возвращается к вам, к вашим желаниям, внешности, телу, энергии, стилю, голосу, самоощущению. Кто вы сейчас, куда вы идете, чего вы хотите. У кого-то из вас появится желание обновиться. Внешне может быть новая стрижка, уход, одежда, стиль. Или внутренне начать иначе говорить о себе, строить новые цели, выходить в мир более уверенно, заниматься самореализацией. Солнце в первом доме подсвечивает вас. Вас начинают слышать, вас начинают замечать. Это отличный день, чтобы проявиться, особенно если вы что-то начинаете. Проект, блог, работу, курс, обучение, новую страницу в жизни. Это день, когда можно сказать: теперь я здесь и теперь я иду своим путем. В этот же день Меркурий, который тоже находится в вашем знаке, формирует гармоничный аспект с лунными узлами. Лунные узлы — это кармические точки, которые связаны с нашим направлением в будущем. Это может быть день, когда происходит важный разговор, появляется человек, новость, идея или контакт, который как будто открывает перед вами правильную дорогу. Возможно, вы услышите фразу, которая изменит взгляд на ситуацию, или придет письмо, сообщение, предложение, связанное с вашей дальнейшей жизнью. У кого-то может произойти случайная встреча, разговор с родными, с клиентами, знакомым, и вы поймете, что вот оно. Может, решите сделать шаг, о котором давно думали. Или наконец-то скажете то, что держали в себе.
Это не про бурю, это про точный, мягкий, но важный сдвиг, который ведет к вам настоящему. В целом 21 июня — это день, когда важно слушать себя, не прятаться, не отступать назад, потому что это ваша энергия, ваше солнце, и все, что вы запускаете сейчас, идет от сердца. 23 и 24 июня — это 2 дня, которые могут ощущаться очень ярко, мощно, но в то же время непросто. С одной стороны, Солнце соединяется с Юпитером в вашем знаке Раки в 1 доме, и это очень сильное событие. Оно дает чувство подъема, уверенности в себе, вдохновения, желание начать что-то большее. Внутри может появиться ощущение, что вы можете и стоите большего, что настало время заявить о себе, выйти в мир, открыть новую страницу. Это очень мощная энергия для того, чтобы поверить в себя и сделать шаг, особенно если вы долго сомневались, стеснялись и держали себя в тени. Это время, когда хорошо начинать личные проекты, показывать себя, пробовать что-то новое, записывать видео, знакомиться с кем-то, отправлять заявки, оформлять важные дела, особенно если они касаются лично вас. Это момент, когда Вселенная как будто говорит вам, что вы можете. И если вы ловите этот поток, то многое начинает складываться. Но при этом в эти же дни Солнце формирует напряженный аспект к Сатурну и Нептуну, и это создает внутреннюю неоднозначность. С одной стороны хочется вперед, а с другой стороны появляются сомнения, ограничивающие обстоятельства или ощущение, что кто-то не верит в вас. Могут быть разговоры с родителями, начальством, учителем или с кем-то, кто имеет над вами власть. И вы почувствуете, что вам приходится объясняться, почему вы имеете право быть собой. Кто-то может столкнуться с недопониманием, критикой или холодным отношением. А кто-то получит ложечку разочарования в ответ на то, что хотел бы поделиться. И это не повод сдаваться, это просто проверка на зрелость, насколько вы сами себе верите, даже если никто вам не аплодирует. Также возможна усталость, эмоциональная неуверенность, ощущение, что вы как будто не дотягиваете до своих ожиданий. Или наоборот, слишком много всего. Хочется сделать все и сразу, но тело не успевает. Нептун может давать размытость, расфокусировку, тревожные мысли, а Сатурн — напряжение, давление, правила и обязательства. Это 2 дня, когда вы можете колебаться. Вроде хотите идти вперед, но что-то вас останавливает, или ваши сомнения, страхи, а что, если не получится. И вот как раз в этом моменте важно не рубить с плеча, не отменять все, не бросать, а просто дать себе чуть-чуть больше времени и пространства. То, что вы хотите сделать, это важно, но оно требует внутренней зрелости, а не суеты. Это хорошие дни, чтобы быть мягкими к себе, не давить, не требовать невозможного. Сейчас энергия начинает расти, и она очень требует бережности. Не спешите, вы все успеете. Главное, не отказывайтесь от себя. 25 июня происходит новолуние в вашем знаке. Оно происходит в вашем 4 градусе, в 1 доме. И это очень личная, сильная точка обновления. Новолуние всегда дает возможность начать с чистого листа. И когда оно происходит в вашем знаке, все внимание Вселенной направлено именно на вас. Это день, когда стоит задуматься, кто вы сейчас, как вы себя ощущаете, как вы выглядите, что вы транслируете в мир и чего вы хотите от жизни в ближайшие полгода. Новолуние в 1 доме — это момент, когда можно пересобрать свой образ, начать новую версию себя. У кого-то буквально появится желание сменить прическу, стиль внешний или стиль общения. Это может быть новый цикл, связанный с личным брендом, внешностью, энергией, здоровьем, самоощущением, способом говорить, заявлять о себе и отстаивать свои границы. Вы решите, что вы больше не хотите быть старой версией себя, что не хотите терпеть и хотите жить иначе и по-другому. Это отличное время, чтобы формулировать свои намерения. Какие вы хотите отношения, работу, проекты, окружение, что больше не ваше, а что наоборот уже давно хочется, но было страшно начать. Ваше «я» сейчас обновляется, и это ощущается не как громкая революция, а как тихая уверенность, что вы знаете, кто вы и на что вы готовы. И, кстати, я вам рекомендую, так как происходит
новолуние, на новую луну делать карту желаний на весь год вперед. Сейчас это прекрасная энергия, потому что очень много планет в вашем первом доме, в вашем знаке, в доме начинаний. Поэтому пишите свои желания, прописывайте свои мечты, делайте карты желания. И через год вы увидите, сколько всего у вас сбылось. Для кого-то из вас раки новолуние может принести начало нового проекта, личной инициативы или важного разговора, оформления каких-то документов. Кто-то в этот день может решиться на перемены, выйти из токсичных отношений, уйти с работы, сменить имидж или просто сказать, что теперь вы выбираете себя. У кого-то поднимется тема здоровья, желание заняться телом, восстановлением, возвращением ресурса, энергии. Или наоборот, почувствуете эмоциональное облегчение, как будто тяжелый период наконец-то вас отпускает. Очень важно в этот день побыть наедине с собой хотя бы немного. Почувствовать, чего вы действительно хотите. Не от ума, а от сердца, что идет от души. Новолуние в первом доме запускает личный полугодовой цикл. И то, что вы начнете сейчас, может стать важной частью вашей истории, даже если пока это просто желание. Оно имеет значение и может быть. То, что вы сейчас начнете, или то, что вы пожелаете, может сбыться уже через полгода и дать результаты, когда будет полнолуние в вашем знаке. 26 июня Меркурий, планета мыслей, общения, документов, сделок, идей, речи и информации, покидает ваш знак и переходит в знак Льва. Для вас это прекрасная новость. Он переходит в ваш второй дом гороскопа. Дом денег, ресурсов, самооценки, покупок и внутренней устойчивости. Это переход от размышлений о себе к конкретным вопросам. Сколько вы стоите, что вы можете предложить, как вам зарабатывать больше, или даже не стоит ли сейчас что-то продать, купить или вложить. Ваш фокус смещается в сторону финансов и практических дел. Начинаются разговоры о деньгах, расчеты, оформление покупок, обсуждение цен, заработка, возможно, новые заказы, идеи по монетизации. Кто-то будет считать бюджет, планировать траты, кто-то искать подработку или улучшать качество своего дохода. У кого-то из вас, раки, это проиграется как решение сделать важную покупку. У кого-то проиграется как покупка техники, может быть, автомобиля, средства передвижения, мебели, украшения, чего-то для дома, особенно если вам давно этого хотелось. Или может просто вы захотели что-то для себя приобрести, то, о чем давно мечтали. Меркурий во втором доме приносит деловую хватку. Вы начинаете мыслить практичнее, хотите видеть конкретный результат и понимать, что вам даст та или иная идея. Также Меркурий во втором доме может принести оформление документов, связанных с деньгами, налоги, банковские вопросы, заявки, переводы, договора, платежные системы, покупки. Все это приходит легче и понятнее, особенно если вы делаете без спешки. В этот же день Меркурий формирует гармоничный аспект с Ураном. Уран у вас сейчас находится в 11 доме, доме друзей, социальных связей, интернета, групп, будущих целей, мечт и неожиданностей. Это дает очень интересное сочетание. Может прийти неожиданная идея, как зарабатывать онлайн, как запустить проект в соцсетях, как объединиться с теми, кто мыслит нестандартно. Кто-то получит письмо, сообщение, предложение. Оно может показаться вам неожиданным, но перспективным. Также возможны покупки техники, обновление телефона, программы, что-то цифровое или связанное с онлайн-работой. Возможно, вы решите попробовать нестандартный способ заработка, подключиться к платформе какой-то или автоматизировать что-то по-новому, выстроить личную финансовую систему. В целом день подойдет для разговоров о доходе, о запусках, о покупках, о оформлениях, обсуждениях с клиентами или просто честного внутреннего диалога, чего вы стоите и как вы хотите, чтобы к вам относились. Так как второй дом — это не только финансы, это еще самооценка, ценность. Это про ощущение
чего вы достойны. Сейчас вы можете это не просто почувствовать, но и начать подтверждать в действиях. Июнь 2025 года для вас, раки, это месяц начала большого личного пути. Все, что происходит в это время, не случайно, потому что вы стоите на старте нового цикла. И именно от вашего выбора сейчас зависит многое, что будет происходить в ближайшие 12 месяцев. Самое главное событие — это переход Юпитера в ваш знак. Это очень мощное событие, потому что Юпитер находится у себя дома, чувствует себя сильно и работает на полную силу, раскрывая свои лучшие качества. Так как он входит в ваш первый дом личности, самоощущения, внешности, энергии и внутреннего «я», то это словно тройная активация. Сильнейшая планета в сильнейшем положении и в самом важном доме, где все начинается с вас. Это время, когда не нужно сомневаться, а просто делать. Все, что идет от вас, от вашего сердца, от личности, от подлинного желания, будет расти, развиваться и находить поддержку. Вы не просто можете проявляться, вы обязаны это сделать, если хотите выйти на новый уровень. Июнь дает вам энергию обновления. Здесь и новолуние в вашем знаке, и переход Солнца в Рак, и личные планеты переходят в ваш первый дом. Все буквально выталкивает вас наружу, чтобы вы показали себя, заявили о себя, изменили имидж, начали проект, запустили блог, сделали шаг в сторону нового образа жизни. Мир смотрит на вас, вас сейчас будет видно и слышно. И все, что вы запустите в этом месяце, особенно в дни с 21 по 26 июня, может стать базой на годы вперед. Если вам нравятся мои гороскопы и то, что я делаю, мои видео, вы можете оставить супер спасибо, нажав на кнопку под этим видео. И хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, приятные, добрые слова. Я все читаю, все вижу, стараюсь отвечать каждому. Спасибо, что вы меня смотрите, что ставите лайки, поддерживаете, подписываетесь. Для меня это очень важно. Я очень рада быть вам полезной и желаю вам самого удачного, самого счастливого и наилучшего месяца июня, раки. А он таким для вас будет.